Добрый день! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня у меня в гостях мой ученик Миша Попов. Здравствуйте. С Мишей мы закончили вот такой интересный проект, который называется... Как называется этот проект? Шкатулка с узором. Ну давай, расскажи зрителям, пожалуйста, почему ты решил сделать именно вот такую резную шкатулку? Ну, в 7 классе мы со старшим мастером вырезали на мелких досочках всякие узоры, треугольники, кружочки. И вот мне стало интересно, а что будет, если вырезать шкатулку с такими же узорами? Самым трудным как раз таки было вырезание, потому что я думал, что у меня ничего не получится. Нервничал, наверное, Да. переживал, да? Да. Ну, а потом я добавлю от себя, что Миша пришел, расстроенный, попробовали, показал, что как, и он успокоился, и потихонечку дело пошло. А дело пошло, сторона за стороной, шкатулка и получилась. Вот. А сейчас мы покажем нашим зрителям процесс изготовления данного изделия. Ну что, начинаем? Да. Из липовых досок напилили стенки шкатулки. Под углом 45 градусов сделали запилы для склеивания стенок на ось. Склеили каркас. Так, давай вместе складываем всю эту систему. Вот теперь надо все аккуратно сложить. Дно сделали из сосны. После склейки шпаклевка трещин и неровностей. Крышку склеили из березы и красного дерева. Выровняли крышку рейсмусом и подогнали под размер шкатулки. Вымери все аккуратно, чтобы у тебя по центрикам получилось все. Шлифовка перед резьбой. Ну и самый ответственный момент – геометрическая резьба. При помощи петель прикрепили крышку к корпусу шкатулки. Готовое изделие Миша покрыл льняным маслом. Ну что же, уважаемые зрители, мы показали процесс изготовления этой замечательной шкатулки. И вопрос снова к тебе. А что бы ты пожелал мальчишкам, которые смотрят и тоже хотят что-то сделать своими руками? Главное не лениться, желать что-то делать своими руками, уметь это делать. Ну, это, наверное, все-таки для опыта. Но я думаю, что было бы желание и стремление, а опыт он придет со временем. Если, конечно, вы будете делать это, стараться и не бросать начатое дело на полдороги. На этом мы наш фильм заканчиваем. Заходите, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. Пока!